Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий, и сегодня у нас выпуск номер 131. Этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно B2, C1. Если вы смотрите видео на YouTube, вы уже видите, что я сегодня в студии не один, у меня сегодня очень интересный гость. Роман из Латвии. Рома, привет! Привет! Многие сразу испугались, потому что для иностранцев наши уменьшительно-ласкательные версии имен иногда выглядят странными. Роман — полное имя, Рома — так мы называем всех с именем Роман, уменьшительно-ласкательно. Для многих иностранцев это как будто женское имя. Как тебя называют друзья чаще всего? По-разному. Я думаю, что на латышском языке мы не говорим «Рома», мы говорим полное имя. А русскоязычные говорят Рома, Ромка. Ромка. Но подожди, по паспорту, по законам и нормам латышского языка ты романс. Да, потому что в латышском мы добавляем в конце большую часть случаев букву «С» в конце у мужских имен. Да, и поэтому, когда за границей, например, ты говоришь, что тебя зовут Романс, многие начинают петь песню Леди Гаги «Bad Romance», наверное. Друзья, Рома вырос в билингвальной семье. Рома билингв, думает на латышском языке, говорит на латышском и на русском без акцента, не как иностранец, а очень хорошо. И у Ромы очень интересная биография, потому что... Так, скажи, кем ты работал в парламенте Латвии? Я работал в парламенте помощником одного из председателей комиссий в парламенте, а потом и в правительстве как помощник министра образования и науки. И сколько тебе было лет тогда? Я начал работать в парламенте, когда был студентом 3-го курса. Это значит, что мне было где-то 22. Чем вы, друзья, занимались в 22 года? Итак, мы начинаем наш подкаст. Вы можете включить субтитры, вы можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией, и прямо сейчас сразу можете уже поставить лайк, потому что выпуск будет очень интересным. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Итак, ты абсолютно билингв. Твоя мама латышка, Да. а папа твой латышский поляк, но русскоязычный. Да, ну, можно сказать, мы в семье общаемся, папа разговаривает и на латышском, и на русском, а мама тоже на латышском и на русском, и также я. Конечно, мой родной язык – это латышский. То есть ты думаешь на латышском языке? Да, потому что русский как язык я никогда, кстати, не учил. Ни в школе, нигде, потому я даже не умею писать русскими буквами. Разговаривать – да, читать – да, но вот писать с трудом я могу какие-нибудь маленькие записки писать рукой, например, но больше ничего, потому что я не знаю алфавит русский. Для меня всегда является какой-то загадкой, потому что я слышал со стороны, что с мамой ты говоришь на латышском языке по телефону, Да. и потом, например, просишь передать телефон папе, и с папой начинаешь говорить сразу по-русски. У вас всегда так было, что с мамой ты на латышском языке, с папой на русском языке? Мне кажется, в принципе, да, но иногда, например, если мы все вместе, то мы больше, может быть, разговариваем даже на русском. Но иногда бывает, что мы разговариваем все втроем на латышском, и папа все понимает, и у нас нет никаких проблем. А каким было твое детство? Ты ходил в детский садик с латышским языком, обучение, если можно так Да. сказать, и ты ходил в школу тоже с латышским языком? Да. А во дворе у тебя окружение в детстве было абсолютно латышское или все-таки русскоязычное тоже? Нет, больше я бы даже сказал русскоязычное, потому что в Риге у нас довольно много русскоязычного населения, особенно в то время еще, в начале 2000-х, и потому большую часть я разговаривал и с остальными детьми на русском. Но так я всегда учился и в школе, и в детском саду, и потом в университете только на латышском.
А у тебя не бывает проблем, когда, например, ты пытаешься что-то объяснить, например, на латышском языке, но в голову приходит русское слово? Или наоборот, ты хочешь что-то объяснить кому-то на русском языке, но в голову приходит только латышское слово? Не мешаются ли в твоей голове языки? Видишь, я в последнее время, мне кажется, больше разговариваю только на латышском, и потому мне даже кажется, что русский я иногда даже должен думать, чтобы какие-то слова вспомнить, потому что я довольно мало общаюсь сейчас на русском языке, у меня есть какие-то знакомые и так, но большую часть, конечно, на латышском, и плюс, конечно, английский, поскольку я много и выступаю на конференциях за границей и преподаю тоже иностранным студентам, потому больше вот латышский и английский. Многие студенты, во-первых, путают Литву и Латвию, Эстонию меньше, но это 3 балтийские страны, как многие, наверное, знают. И латышский язык, понятно, что вопрос тебе, как носителю, может звучать странно. Насколько он трудный, как тебе кажется? Грамматика латышского языка, она трудная? Мне кажется, что да. То есть там тоже есть падежи? Да, там... Латышский, может быть, сложен тем, что есть какие-то слова, какие-то фразы. Ну, то есть, мне кажется, для самих латышей иногда учить латышский язык довольно трудно, запятые все. И потому я думаю, что иностранным студентам или просто иностранцам, которые изучают латышский, это довольно сложно, чем изучать, например, другие языки, как, я не знаю, например, испанский. Когда я, например, был впервые в Соединенных Штатах Америки, и когда я говорил, что я из Литвы, первый вопрос был: у вас русский язык? И я всегда объяснял, во-первых, у нас алфавит совсем другой, то есть не кириллица, это латинский алфавит и так далее. Но система грамматическая, по крайней мере, у русского и у литовского языков немного похожа. В каких-то моментах есть несовершенный вид, совершенный вид, есть падежи, они более или менее работают похоже. У вас в латышском языке тоже есть падежи. Да, но в целом, конечно, я тоже с этим сталкивался, что многим кажется, что латышский и русский – это, можно сказать, один и тот же язык, но нет, это совсем 2 разных языка. И также, например, часто многим кажется, что литовский тоже похож на латышский. Вообще но не похоже. Это не так, кроме каких-то там слов, я не знаю, на латышском, например, «доброе утро» «лабрīt», на литовском «лабас ритас». Да. Когда я слышу, как ты говоришь по-латышски, я ничего не понимаю, честно могу сказать. Влияет ли язык на твой характер? Когда ты, например, говоришь по-латышски, или по-русски, или по-английски, это один человек или нет? Почему я задаю этот вопрос? Я заметил такую тенденцию. Когда я говорю по-русски, у меня определенный даже тембр голоса, определенные интонации. Когда я говорю по-литовски, я говорю, как правило, тише, и даже как-то не так широко открываю рот. Когда я говорю по-итальянски или по-испански, я начинаю жестикулировать и говорить громче. То есть я бы сказал, что каждый язык — это как будто новый мой образ, не знаю, новый Сергей. Ты говоришь на всех языках примерно одинаково? Нет, я думаю, что в каждом языке, особенно как латышский мой родной, конечно, я говорю намного быстрее, намного свободней. На русском опять тоже как-то по-другому, ну и плюс английский, мне кажется, это совсем уже иначе ты разговариваешь, иначе у тебя речь поставлена, и, конечно, каждый язык все-таки отличается. Есть такой стереотип, что билингвы, в принципе, говорят на нескольких языках, у них, например, 2 родных языка, но при этом ни на одном не говорят нормально, делают очень много ошибок. Что бы ты ответил людям, которые это утверждают? Я все-таки не согласен, потому что на латышском я говорю свободно. У меня была очень хорошая учительница латышского языка и литературы, и потому, например, мне очень спокойно вся грамматика, все я латышский отлично. Русский, как я говорил, я его никогда не учил, потому я, может быть, говорю довольно свободно, хоть и я иногда думаю про какие-то слова, какие-то фразы, мне надо, может быть, подумать, и грамматику я вообще не знаю, то я все-таки думаю, что, наверное, на том языке, на котором ты больше общаешься, тот тебе и лучше.
Мы с друзьями троллим Рому, потому что он иногда по-русски говорит какие-то слова, которые говорили наши бабушки. Например, наше любимое слово у Ромы «покамест». Он всегда говорит: «Покамест я буду в магазине, я сделаю это». Мы всегда говорим не «покамест», а просто «пока». «Пока я буду в магазине». Это очень смешно по-хорошему. Мне кажется, что это твоя фишка. Это твоя фишка. Скажи, а правильно я понимаю, что когда ты был маленьким, когда ты учился в школе, у вас не было вообще уроков русского языка? Нет, я русский никогда не учил. В то время, конечно, еще было у нас образование, что можно было выбирать как иностранный язык русский, но я в школе уже учил как английский и как второй иностранный язык немецкий. Не знаю, а мультфильмы ты смотрел советские или российские? Ну, конечно, в то время, еще начало 2000-х, я родился в 98-м, и в то время, конечно, еще, как только недавно еще страны Балтии получили свою независимость, то, конечно, еще в нашем информационном пространстве довольно много было и советских фильмов, и много мультфильмов на русском, да, потому часто где-то и на улице, и в общественных местах, и в телевизоре можно было русский язык довольно много слышать. Поговорим о твоей головокружительной карьере. Я всегда думал, что я такой уникальный, кто начал работать в 13 лет на радио и в 19 лет стал программным директором радиостанции, но я понял, что ты меня переплюнул. У тебя действительно потрясающая карьера, об этом мы поговорим во второй части нашего подкаста. Друзья, прямо сейчас вы можете поставить лайк и подписаться на «Русское радиошоу», если вы этого не сделали. А мы продолжим наш подкаст буквально через мгновение. Изучай русский с удовольствием. Мы продолжаем. Так, значит, ты окончил школу, тебе было 18 или 19 лет. Да, где-то приблизительно. И я знаю, что ты вообще хотел стать военным. Да, это была моя цель. Я хотел стать офицером в вооруженных силах Латвии, но в результате как-то так жизнь закружилась, и я решил поступить в университет и именно изучать политику. Я, честно говоря, когда познакомился с Ромой, когда узнал, что он преподает политологию в университете, и у него такой политический бэкграунд, я подумал: зануда страшный. У меня стереотип, что все политики зануды, с ними скучно. Это не про тебя, сразу могу сказать. Кстати, друзья, в описании я оставлю Инстаграм Ромы, можете посмотреть, там иногда достаточно забавные сторис. И ты поступил на политологию. Да. А когда ты стал преподавать политологию, сколько лет тебе было? Это было уже после того, как я закончил работать в парламенте, в правительстве, значит, мне было где-то 25-26, потому что я уже поступил в докторскую. Угу. У меня бакалавр политика и политическая коммуникация и магистр политика и государственное управление. Ты сейчас пытаешься переводить с латышского языка на русский, я понимаю. Слушай, ну вот там тебе 22-23 года, ты начинаешь работать в правительстве Латвии. И я никогда не поверю, что вот эти вот серьезные дядьки с животами и в галстуках относились к тебе как к равному. Неужели не было такого снобизма, что какой-то тут юнец желторотый начал свою политическую карьеру? Неужели было легко? Нет, но видишь, я не был политиком, я все-таки помощник, это больше как административная часть, потому как-то я не испытывал что-то как-то. У нас довольно демократическая страна, и все равно вот это воспитывание нового поколения, которое тоже в каком-то мере потом, может быть, будет смена наших нынешних политиков. И плюс, конечно, я параллельно работая и в парламенте, и потом в правительстве, я и продолжал учиться в университете, в магистратуре. И когда закончил магистратуру, то тогда я решил, что хочу стать доктором политических наук, и все-таки решил больше выбрать этот академический путь и покаместь работе. Покаместь, вы слышали?
Да, и пока взять паузу, так сказать, и больше сосредоточиться именно на политику с другой стороны. Ответ настоящего политика. Много всего наговорил и ничего, в общем, не сказал. То есть правильно я понимаю, что никакого презрительного отношения со стороны старших коллег в профессиональном смысле не было? Нет, наоборот, мне кажется, я много и мог учиться у политиков, которые уже в политике, так сказать, депутаты в парламенте долгое время, и мои коллеги, тоже с которыми я вместе работал, я, наоборот, мог многому научиться, и это теперь мне помогает, когда я разговариваю со студентами, я могу им дать и теоретическую сторону, и также практическую, поскольку я знаю, как это все работает изнутри, и это студентам, конечно, больше нравится, чем только сухая теория. Пока мы с тобой записываем этот подкаст, мне пришло уведомление, что мне перевели донат. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш проект «Русское радиошоу» и отправляет свои донаты. Большое спасибо и тем, кто отправляет донаты, и тем, кто является спонсорами на платформе YouTube, также на платформе Spotify и на платформе Apple Podcast. И напомню, что вы всегда можете в описании указать «для Мартина», и тогда ваши донаты будут потрачены исключительно на косточки, игрушки и разные вкусняшки для Мартина. Как студенты реагировали на преподавателя, которому 25 лет и который что-то им там рассказывает про внутреннюю политику Латвии? Надо сказать, что они реагировали довольно хорошо. Может быть, поначалу, когда только я шел читать свои первые лекции, я, конечно, тоже думал, как это будет. Все-таки эта разница в возрасте довольно небольшая, но ни в один момент я не чувствовал, чтобы студенты как-то плохо относились. И сейчас уже с каждым следующим годом и мой педагогический опыт, так же, как у тебя, все растет, и студенты все больше, и можно им много чего рассказать, поскольку я много езжу на конференции за границей, выступаю со своими какими-то докладами, и вот сейчас надо в скором времени закончить свою докторскую, чтобы уже, надеюсь, к 30 стать доктором политических наук. Круто. Кто эти люди, которые выбирают изучать политологию? Кто твои студенты? То есть, вот, например, когда я поступал на филологический факультет, я понимал, что я буду... Тогда не думал о преподавательской карьере, я знал, что я буду журналистом, работать на радио или на телевидении. А вот люди, которые поступают на факультет там, политологии, например, они кем будут? Они могут работать только, в принципе, в парламентах, в министерствах или шире вариант будущих профессий? Очень по-разному, потому что... Извини, может быть, такой глупый дилетантский вопрос, ты первый человек, связанный с политикой, с которым я познакомился. Нет, мне кажется, это всегда, особенно родители перед поступлением, всегда спрашивают где-то на каких-то мероприятиях, а чем мой ребенок сможет заниматься? И зарабатывать на жизнь, собственно. Да. Это вот мой вопрос. Но надо сказать, что с нашим дипломом ты можешь делать многое. Вопрос, кем ты хочешь стать? Именно вот пойти в политику или больше вот работать где-то в министерствах. В том же мы готовим и студентов международных отношений, которые, конечно, часть уходят работать в Министерство иностранных дел, потом в посольствах, но часть работает в министерствах, в том же парламенте. Кто-то уходит больше на коммуникацию, поскольку наша сфера все-таки надо много общаться, много коммуницировать, выступать публично. Другие также работают в частном секторе, в банках, в разных предприятиях, в общественных организациях. Так что вариантов много. Тут больше вопрос, кем ты хочешь стать и чем заниматься. Также многие наши студенты потом едут за границу и поступают в лучшие вузы мира. И наш диплом, так сказать, наши азы, что мы им даем, очень хорошо им потом помогают в магистратуре. Как политика и сфера, которой ты занимаешься, изменила тебя как человека? Как отразилось на твоем характере? Например, моя работа преподавателя сделала меня намного терпеливее. Я, в принципе, был очень нетерпеливым человеком всегда, и я об этом говорю и говорил. Сейчас я более терпеливый, я могу ждать.
Мне кажется, что человек, который связан с политикой, он, во-первых, обдумывает каждое слово, которое он произносит, чтобы это звучало деликатно, никого не обидело, и потом нельзя было трактовать это как-то двояко. Есть такое дело или нет? Как ты изменился как человек? Знаешь, мне кажется, политики бывают разными. Окей, это правда. Больше, может быть, дипломаты. Они вот думают, также и в моем случае некоторые люди считали, что я должен стать дипломатом, что я спокойный, приятно разговариваю, все, но как-то больше мне все-таки интересует внутренняя политика, я выбрал это направление, также и все исследования, все курсы, которые я преподаю, это именно про внутреннюю политику, и не только Латвии, но и в целом Евросоюза и других стран. Но мне надо сказать, наверное, в целом и моя сфера, и моя работа заставила меня тоже быть менее спокойным. Менее спокойным. Менее спокойным, но в тот же самый момент ты должен в короткое время много сделать. Например, та же самая работа. Сейчас как преподавателю, как исследователю, может быть, у меня ритм жизни немножечко спокойнее. А перед этим, конечно, ты работаешь, можно сказать, 24/7. Ты должен быть все время в тонусе, ты должен, разные ситуации бывают, ты должен быстро сориентироваться, коммуницировать. И особенно в то время, может быть, еще не было у нас искусственного интеллекта, который может в каких-то ситуациях помочь, потому все надо было делать самим. И это, наверное, и плюс, конечно, студенты. У тебя, может быть, ты обычно работаешь там 1 на 1 со студентами, у меня обычно в аудитории могут быть 60, 70, иногда и больше, чем 100 студентов, и ты должен, конечно, так сказать, за всеми уследить, чтобы всем было интересно. Держать внимание. Да, потому что уровень знаний тоже у каждого отличается. Кто-то, может быть, больше этим интересуется, он больше знает, кто-то меньше, и ты должен как-то тоже, чтобы всем было интересно. И также многие студенты начинают писать письма, кто-то что-то, может быть, не понял, кто-то что-то забыл сделать, и ты все время должен тоже с ними коммуницировать. Слушай, а появление искусственного интеллекта ведь вообще поменяло полностью сферу образования, и не только сферу образования. В моем случае, поскольку я работаю 1 на 1 чаще всего, я вижу, что искусственный интеллект сильно моим студентам не поможет. В каком смысле? У меня студенты не пишут никакие сочинения, никаких эссе, которые мог бы написать искусственный интеллект. То есть, в принципе, нет таких ситуаций, когда искусственный интеллект мог бы очень сильно помочь. Но в твоей ситуации, когда у тебя 60 студентов, и ты говоришь, вы должны написать сочинение на такую-то тему, половина из них явно пользуются искусственным интеллектом. Как уследить это? Как заметить это? Ты видишь, что, например, эта работа написана при помощи ИИ? Ну, одна вещь у нас, конечно, есть программы, когда они сдают свои сочинения, проверяют на плагиат уже давно, и также теперь и проверяют на искусственный интеллект. Конечно, не всегда можно выявить, иногда ты можешь, например, читать сочинение, и ты понимаешь, что, ну, все-таки человек так не пишет. То есть ты знаешь примерно предел возможностей студента и понимаешь, что он, скорее всего, так не напишет. Конечно, не всех, но какие-то, например, есть. Но и для этого у нас есть, например, устные экзамены или семинары, где мы ведем беседу, они отвечают на вопросы. Тогда, конечно, можно убедиться в их знаниях, и, конечно, сейчас, может быть, письменные работы намного меньше, чем, может быть, в то время, когда я сам учился, когда надо было там чуть ли не каждый день сдавать какие-то сочинения. Теперь, конечно, от студентов просят меньше, но, как я своим студентам говорю, искусственный интеллект — это ваш помощник, который может вам помочь составить структуру, как-то идеи ваши сложить, так же, как в свое время, не знаю, Google пришел, мы же от него не отказываемся, просто надо научиться его использовать правильно, потому что у него тоже могут быть ошибки, но это не для этого, чтобы ты просто написал бы, вот преподаватель сказал написать сочинение на такую тему, напиши и потом мне отправить. Нет. Ты сразу увидишь это. Если я увижу, то они получат 2, получат эту работу обратно и придется переписывать. Какой ты преподаватель? Ты тиран, ты абсолютно либеральный преподаватель, человек настроения.
Нет, я всегда, мне кажется, на позитивном настроении. Я все-таки демократ и в душе, и со студентами я всегда пытаюсь найти общий язык, чтобы у нас был приятный микроклимат, но и чтобы в тот же самый момент все равно я от них требую того качества, того уровня, который мы как университет тоже задали для своих студентов, чтобы потом, когда они закончат университет и будут работать в том же правительстве или где-то еще, чтобы нам не было стыдно за них и чтобы они все-таки знали бы все, что мы им за эти 3 года в нашей программе преподаем. Последний вопрос. Кем ты видишь себя через 5-10 лет? Министром, мэром, преподавателем? У тебя есть какое-то видение? Это хороший вопрос. В начале разговора ты сам говорил, что я хотел стать военным. Это был мой план. Как видим, план изменился, и моя жизнь повернулась совсем иначе. Потому и сейчас, может быть, у меня нет такого плана. Конечно, в ближайшие года защитить докторскую, стать доктором политических наук, а там уже посмотрим. Преподавать мне нравится в университете, я с удовольствием работаю и думаю, что буду продолжать работать, но, может быть, какой день и вернусь в политику, и, возможно, в роли политика буду участвовать в выборах, но посмотрим, как жизнь закрутится, и увидим. Друзья, Роман наш сегодняшний гость. Поставьте лайк, мы ждем ваших комментариев. Пишите комментарии, мы их с удовольствием прочитаем. Еще раз напомню, что ссылку на Инстаграм Романа я оставлю в описании к этому видео. И по секрету скажу, что мы с Ромой договорились записать еще одно интервью на очень интересную тему — русский язык в Латвии, вообще русскоязычное население Латвии, потому что тема очень интересная, очень острая, со своими подводными камнями. Я это знаю не понаслышке. Так что следите за анонсами. И это было «Русское радиошоу». Всем отличного настроения, ждем ваших комментариев и ждем ваших лайков. Пока! Пока!